Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 30 ноября, друзья, последний день осени, последний день месяца. И вы знаете, сегодня достаточно плодотворный день, день изобилия, достатка и благополучия. Поэтому обязательно в этот день, 30 ноября, в четверг, скажите одно слово, откройте дорогу достатку, благополучию и изобилию. Давайте с вами разбираться, а что же этот день несет в себе, на какие моменты, события вам стоит обязательно обратить внимание, чтобы этот день прошел для вас удачно и благополучно. Итак, друзья, сегодня у нас с вами четверг. Можно сказать, что это денежный четверг, поэтому обязательно не забывайте проводить практику в этот день с денежной девяткой. Но именно у нас для вас припасена другая практика. Она более интереснее и более в этот день по энергетике будет достаточно сильнее. Но это чуть попозже. А сейчас давайте с лунным календарем посмотрим, что же нас ожидает в этот день. Итак, сегодня у нас с вами 17 и 18 лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Рак. Что же этот день несет в себе? Дело в том, что многие люди захотят сегодня быть пассивными и постараются следовать чужим мыслям. Вот это мы вам не рекомендуем делать, потому что когда вы используете или реализуете чужие мысли, не свои, это, знаете, как мертвая энергетика, потому что вы не знаете, как правильно ее применить, вы на интуитивном уровне не чувствуете, что вам нужно сделать, поступить и так далее. Поэтому старайтесь сегодня использовать свои мысли. Если в вашей голове сегодня ничего в голове не проявляется, никаких важных идей, мыслей, желаний, это также нормально, потому что не каждый день, возможно, в вашем случае из космоса идет именно та энергия, которая отвечает за сотворение. Но если у вас есть какие-то наброски, идеи, возьмите просто листок бумаги и напишите это. И через несколько дней вы сможете уже развить мысль и понимать, почему именно сегодня для вас была закрыта дорога вот именно в этом направлении. Также обращаем ваше внимание, у некоторых людей сегодня в голове будут дурные и грязные мысли. Здесь нужно от них отказываться, от них очищаться. Да, возможно, это сложно, потому что идет такое вот тяжелое время, знаете, нас как высшие силы, наша планета нас проверяет, насколько мы готовы, хотим и можем двигаться дальше, что нам для этого нужно. Поэтому сегодня старайтесь развиваться, смотрите на мир глазами ребенка, который любит этот мир, радуется всему, что в его жизни появляется. Также старайтесь видеть себя со стороны. Это очень важно. Почему? Потому что когда вы видите себя со стороны, вы понимаете и знаете, от каких иллюзий вам стоит отказаться, от каких неизменных инстинктов вам нужно их убрать. Да, это сложно, но это работать над такими вещами нужно ежедневно. И тогда действительно в вашей жизни может много чего измениться. И, кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня в какой-то степени этот день как бы показывает ваше внутреннее состояние и показывает, что вам нужно сделать в вашей жизни. Поэтому, если вам сегодня приходят какие-то подсказки от вашего ангела-хранителя, обязательно не игнорируйте их, а наоборот принимайте с радостью, даже если иногда вам больно и не хочется принимать какие-то, знаете, вот чувствовать, понимать, что у вас что-то не так. Также обращаем ваше внимание, что, к сожалению, энергетика этого дня делает человека пассивным. То есть не все люди сегодня будут стремиться что-то делать, творить и так далее. Даже если вы в этом списке, пожалуйста, не расстраивайтесь. Почему? Потому что иногда нужно отдохнуть, иногда нужно сосредоточиться на чем-то другом. Также обращаем ваше внимание, в вашем окружении сегодня могут быть люди, которые стараются вас обмануть, имеют какой-то коварный план. И вы знаете, сегодня даже люди, сами того не желая, могут подводить друг друга. Поэтому старайтесь следить за собой, за своими привычками, мыслями. Откажитесь сегодня от эгоизма и тщеславия.
от иллюзий и низменных инстинктов. Постарайтесь увидеть себя со стороны и объективно оценить. Да, это сложно, но вы должны понимать, что если у вас сегодняшний день достаточно прекрасно пройдет, но в какие-то моменты вы будете впадать в вот это состояние, вам будет хотеться где-то плакать, вам будет что-то не нравиться, это нормально, потому что энергетика с космоса сегодня идет именно по другому направлению. А ваша задача сегодня заниматься саморазвитием, понимать, чувствовать и знать, а что же вам все-таки нужно и важно. Что же касательно бизнеса и денег, занимайтесь сегодня текущими вопросами, переговорами, потому что они достаточно эффективно и удачно будут проходить. Даже если вам сегодня присылают по электронной почте или через мессенджеры, присылают какое-то коммерческое предложение, не отказывайтесь от него, даже если оно какое-то смешное и глупое. Почему? Дело в том, что через некоторое время именно это сообщение откроет вам новый виток развития в вашей жизни, в вашем бизнесе, в новых партнерских отношениях и так далее. Также в вечернее время сегодня постарайтесь отдохнуть. Почему? Потому что вам энергетики может не хватать, а возможно вы захотите увидеть себя и свой мир другими глазами. Также обращаем ваше внимание, сегодня решайте любые финансовые вопросы, потому что они будут успешно решены. Но помните о том, что если вы сегодня хотите вкладывать деньги, инвестировать во что-то, то вам нужно продумать об этом 10 раз. Сразу не спешите принимать решения, потому что не всегда вот эта спешка, она помогает людям. И вообще будьте всегда осторожны и внимательны с деньгами. Также обращаем ваше внимание, что в первой половине дня у некоторых людей будет дисгармония. Она будет связана с непониманием любимых людей. Поэтому, если вы видите и чувствуете, что что-то не так, то постарайтесь избавляться от этого негатива. Да, это сложно, но помните о том, что все это возможно. Ну, а вот вторая половина дня, она очень будет удачно, эффективно. Обязательно встречайтесь, обязательно разговаривайте, вне зависимости, это ваши любимые вам человек или это ваши партнеры. Почему? Потому что любые отношения дипломатические или у вас возникли какие-то неразрешенные задачи сегодня, в этот день вы с легкостью сможете решить. Обращаем на это ваше особое внимание. Конечно, нужно стараться быть дипломатом, не всем это дано, но помните о том, что в вашем случае обязательно это все получится. Вам только это нужно захотеть. Что же касательно здоровья, то именно в этот день, последний день осени, обращайте внимание на свои почки. Почему? Потому что, к сожалению, они в этот день будут ослаблены и могут даже появиться какие-то кожные болезни, вскрыться какие-то старые раны. Также сегодняшний день хорош для процедур омоложения, массажа с кремами, с маслами, омовений, сауна, баня. Также сегодня хорошо и эффективно проводить и даже чистку своего кишечника. Рекомендуется голодание или хотя бы отказ от мясной, особенно жирной пищи. Также, если вы сегодня у врача, то будьте осторожны с лечением и постановкой диагноза. Даже если вам что-то не понравилось, возьмите паузу, через пару дней сходите к другим врачам и уже тогда сами для себя поймете, стоит ли вам так сильно расстраиваться. И также обращаем ваше внимание, если вы заболеете в этот день, то можете долго не поправляться, потому что Луна, к сожалению, не будет давать вот той энергетики человеческому телу, чтобы быстрее человек пошел на поправку. Что же касательно стрижки волос, то сегодня стрижка волос приведет к потере собственности, к каким-то кражам, и могут заболеть ваши домашние животные. Поэтому перед тем, как пойти к парикмахеру, пойти к мастеру, подумайте 10 раз, стоит ли вам в этот день заниматься этой процедурой. Также в сегодняшний день обязательно старайтесь поддерживать благоразумие и сдержанность. Сохранять нужно ясность ума и объективно оценивать себя и свои поступки. Это очень важно, потому что те люди, которые осознаны, они уже с пониманием и осознают, что вообще происходит и как им дальше двигаться и что им дальше делать. Также старайтесь в этот день отказываться
отказываться от каких-то вредных и пагубных привычек, потому что это может привести к каким-то не очень хорошим событиям в дальнейшем. Также старайтесь меньше сегодня использовать парфюмы. Далее, друзья, что же касательно общения с начальством, то сегодня хорошо обсуждать именно мелкие какие-то текущие вопросы, но если мы говорим о вашей зарплате, о повышении, о карьерном росте, то сегодня этого не стоит делать. Почему? Потому что люди могут не слышать, особенно в первой половине дня, то особенно то, что касается денег, касается отношений, и это может привести к какой-то определенной неразберихе. Также сегодняшний день не подходит для смены места работы, а также в этот день не стоит заниматься недвижимостью. Что же касательно зачатия, сегодня не подходит день для зачатия, а вот домашние дела, сегодня можете заниматься любыми домашними, но мелкими делами. Также сегодняшний день подходит для физических нагрузок, поэтому спорт сегодня наше все. Что же касательно снов, то сегодняшний день подсказывает путь к исцелению от болезней. Сны, правда, часто сбываются, поэтому если вы помните свой сон, то постарайтесь к нему прислушаться и к тем подсказкам, которые вам дает именно ваше подсознание и, соответственно, высшие силы. Далее, друзья, давайте теперь посмотрим, что нам говорит с вами Архангел Михаил. Итак, сегодня 30 ноября, и вы знаете, в этот день выпала карта, которая звучит достаточно интересно. Она, знаете, очень редко выпадает при раскладе. Она звучит следующим образом. Молитва поможет в этой ситуации. О чем эта карта? Это говорит о том, что ваши тревоги, ваши страхи, ваши какие-то негативные мысли мешают вам двигаться дальше. И вам нужно вот использовать молитву. Далее мы эту молитву озвучим, и она поможет вам разрешить ту или иную ситуацию, поможет вам двигаться дальше. И вы должны понимать, что если вы решили дальше двигаться, это не должно быть против вашей воли. Все нужно делать только с любовью, с благодарностью, с пониманием того, что да, это вам нужно, и это привнесет изменения в вашу жизнь. Если вас сегодня, например, говорят, что все, вам пора заниматься тем-то и тем, а у вас душа не лежит, вам что-то не нравится, возможно, вас что-то раздражает, в таком случае не стремитесь это сегодня делать, потому что пройдет несколько дней, и вы точно осознаете и поймете, на что вам стоит далее обращать внимание. Также сегодня могут к вам приходить определенные подсказки, особенно тем людям, которые находятся в какой-то затруднительной ситуации, которые не знают, как дальше двигаться, что им делать и так далее, и так далее. И вот сегодня ваша задача не закрываться в себе, а наоборот быть открытым. Если есть возможность молиться, молитесь. И если у вас есть какие-то тревоги, сомнения, страхи, боль, как вы думаете, именно, знаете, душевная боль, постарайтесь от нее избавляться. Найдите себе то занятие, которое поможет быстрее этой ране зажить, потому что таким образом, пока рана живая, она несет вам боль. Кроме того, в вашу жизнь сейчас могут приходить определенные решения, которые даже могут отличаться от ваших ожиданий, но ваша задача все это принимать с благодарностью. Даже если вам что-то не нравится, и вы считаете, что это несправедливо по отношению к вам, помните о том, что высшие силы всегда стараются делать все так, чтобы для нас, для нашего тела, для нашей жизни это был самый лучший и оптимальный вариант. Ну а молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, звучит, друзья, следующим образом. Дорогой Господь и Архангел Михаил и кто-либо еще, кому вы обращаете свою молитву, например, Иисус Христос, Божья Матерь и так далее. Прошу вас вмешаться, и здесь вы опишите свою ситуацию, в которой вы оказались, и которую вы считаете, что по отношению к вам это несправедливо. И дальше скажите: я жду вашей помощи, я верю и следую вашим указаниям с благодарностью и молитвами. Я нуждаюсь в чуде и прошу послать мне его для решения этой ситуации. Спасибо, аминь. Напоминаю всем, что слова
этой молитвы будут в описании к этому видео. Ну и как мы говорили, сегодня день изобилия, поэтому обязательно сегодня на протяжении всего дня говорите буквально одно слово, оно вам поможет. И это слово, друзья, богатею. Что бы вы сегодня ни делали, чем бы вы ни занимались, просто говорите себе богатею. Кстати, в комментариях к этому видео также напишите слово «богатею». Также напишите, что вы здоровеете, что вы становитесь более счастливым человеком. Это очень важно еще прописывать, потому что так быстрее вы осознаете и поймете, что же для вас важно и нужно. Друзья, вот такой вот день 30 ноября. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.